Этот жуткий случай произошел со мной в середине зимы. В нашем доме на первом этаже жил замечательный сосед, с которым постоянно возникали конфликты. Был он человеком неуравновешенным, злым и скандальным, и даже мстительным. Вот и угораздило перейти ему дорогу. А лишь из-за того, что я поставила, оказывается, машину на его место. Колесо оказалось проколото. Ну и поскандалить я тоже с ним умудрилась. Таких злых и холодных глаз я никогда и ни у кого не видела. Но я девушка не робкого десятка. И когда получалось, опять ставила машину на его место. Однажды ночью в мой сон ворвалась стрель звонка. От неожиданности я вскочила с постели. Сердце бухало в груди, в горле пересохло. Наверное, показалось. Но кто-то опять требовательно зазвонил в дверь. Я выключила ночник. На будильнике стрелки показывали начало 1 ночи. Кого черт притащил в такое время суток? Выругалась я и потащилась в коридор. Свет решила в коридоре не включать, а посмотреть в дверной глазок на настырного гостя. На пороге стоял сосед с 1 этажа. Но вот выглядел он очень странно. Кожа бледная, с синеватым оттенком, щеки неестественно впалые. Он постоянно высовывал язык и облизывал губы. Весь какой-то болезненный, только глаза его стали еще страшнее, словно светились красным. Я молча рассматривала эту ужасную картину по ту сторону двери, пока мерзкий скрипучий голос соседа не заставил вздрогнуть меня. Я знаю, что ты стоишь за дверью. Открой. Вот что? Но открывать ночью ему дверь никак не входило в мои планы. Я даже для успокоения накинула цепочку, посмотрела снова в глазок. Но он не собирался уходить, а лишь переминался с ноги на ногу. Видно было, что мужчина очень злился. Тут он вытащил что-то металлическое, похожее на отвертку, и начал ковырять в районе замка. Паника охватила меня, и я закричала: «Уходи отсюда! Сейчас полицию вызову!» Пусть по-хорошему. Взревел мужчина. Ему так хотелось настойчиво попасть в мою квартиру, что мне стало жутко. Трясущимися руками я набирала полицию, но там было постоянно занято. Моя бабушка учила меня заговору от злых и нехороших людей. Я побежала на кухню, схватила бутылку со святой водой, окропила дверь и стала под дверью шептать заговор, одновременно пытаясь дозвониться в полицию. Ах ты тварь! Лицо мужчины перекосилось, челюсть стала больше и как-то сдвинулась в сторону, отчего его вид стал еще страшнее. Синяя кожа натянулась на скулах, а глаза блеснули желтым. Его руки пытались схватиться за ручку двери, но словно неведомая преграда мешала ему это сделать. Я зажмурила глаза и по стенке сползла вниз. Сколько я так сидела, не знаю, пока в дверь опять не позвонили. Это была полиция. Я пыталась им объяснить, что случилось, но от пережитого я плохо соображала, и рассказ мой получился скомканным. Составив протокол, они посоветовали мне успокоиться, а если случай повторится, то позвонить своему участковому. Уже позже на кухне за чашкой чая я понимала, что это необычный случай. Что-то очень сильно напугало меня. Утром я вышла на улицу, быстро проскользнув мимо квартиры соседа. Моя машина стояла на его месте. Так вот, почему он приходил ко мне ночью, подумала я и завела машину. Машина соседа стояла на другом конце двора. По-моему, я ее уже несколько дней там вижу, на одном и том же месте. Но самое странное и страшное ждало меня вечером. Мой вызов передали участковому, который пришел к соседу для выяснения обстоятельств. Но дверь никто не открыл.
По словам соседей, его уже никто не видел несколько дней. После поисков родственников нашли его сестру, которая и разрешила взломать дверь. Выяснилось, что тело мужчины пролежало около 3 дней. Он умер от инсульта. Но если в ту ночь мужчина был мертв, то кто тогда приходил ко мне? После этого случая я поменяла место жительства. Мне очень страшно было оставаться жить в том доме.